В жизни не угадаете, куда я приехал. Сегодня мы тусим в Люксембурге. Ну и как всегда, по классике, все начинается с еды. Короче, в Люксембурге квартиры надо снимать или по 300 евро, или отели, наверное. Не, ну радует, конечно, что здесь есть холодильник. Это уже победа. Так, в принципе, микроволновка где-то есть, а где она прячется? Красивые уже расчесываются. Это было возвращение назад в СССР, а сейчас мы идем гулять по Люксембургу. На выходе из подъезда нас ждала BMW, но, к сожалению, не наша. Что, привет, Люксембург, погнали. Друзья, из плюсов хочу сразу сказать, в Люксембурге бесплатный общественный транспорт для всех. Поэтому вы можете сесть на автобус и куда-нибудь поехать. Ну и начинаем мы, как всегда, с Макдональдса. Сейчас мы заправимся кофейком. Никуда от нас не отходи. Поняла? Да. Сейчас мы идем на мост Адольфа или Адольфа, не знаю. Подойдем, посмотрим. Кстати, в Люксембурге бесплатный Wi-Fi. Если вы найдете, где эта точка есть, то вы к ней можете подсоединиться. Также есть Wi-Fi на ЖД вокзале и практически во всех кафешках. В Германии такой халявы нет. Пойдем, я покажу тебе Люксембург. Чем дальше мы отходим от ЖД вокзала, тем чище становятся улицы. Сейчас 2 трамвая поедут на перегонки. Они даже ремонтируют старые здания. Очень красивые модерновые трамвайчики. И заметьте, бесплатный проезд. В данный момент мне очень сложно сделать вывод, нравится мне Люксембург или нет. Ну, мы сейчас походим, еще посмотрим, конечно. Одно я могу сказать точно. Общественный транспорт здесь ходит просто как часики. Такого я не видел в Дойчбане. Трамваи на перегонки. Первый побеждает. Очевидно, это и есть мост Адольфа. Ну, в общем, иду я по мосту Адольфа. Никаких сверхъестественных ощущений не ощущаю. Ничего подозрительного не замечаете? А я вам скажу, трамваи ездят без проводов. Это же электротрамваи на батарейках. Решили вернуться и покататься на трамвайчике. Люксембург часто называют карликом среди государств, но только на карте. В реальности это гигант. Страна крошечная по территории, но ее экономика входит в число самых мощных в мире. Здесь ВВП на душу населения один из высочайших на планете. И все началось задолго до банковских небоскребов. История берет старт в 963 году, когда граф Зигфрид обменял с монастырем землю с каменной крепостью. Сначала Люксембург был военной цитаделью Европы, переходя от одной империи к другой, но со временем стены сменились офисами, а гарнизоны финансистами. Сегодня экономика Люксембурга – это 3 кита. Финансовый сектор более 150 банков, инвестиционные фонды, страховые компании. Это второй по величине инвестиционный центр в мире после США. Василиса Сергеевна всегда хотела полетать на самолете и посмотреть на аэропорт. Поэтому мы едем уже 40 минут вместо того, чтобы ходить. 40 минут мы ехали, чтобы посмотреть на самолетики. Самолетики! На Берлин, на Цюрих, Минорка, Амстердам, куда угодно, Вена, Порто. Ну что, ты походила по аэропорту? Полетать хочешь на самолетике? Нет? Не хочешь? Боится, не хочет летать на самолетике. Друзья, в общем, я не знаю, что сказать. Эффекта вау не произошло по поводу Люксембурга. Мы походили, ну просто город, просто с архитектурой, с какой-то своей историей. Поэтому я даже не знаю, буду ли я делать этот ролик. Если мы еще завтра куда-нибудь заедем, тогда, может быть, я из 2 слеплю 1. Иначе просто, ничего интересного нет. Могу сказать, за цены в магазинах они на 40% дороже, чем в Германии. Это было неожиданно, это просто космос. Погуляли мы по Люксембургу. Что я могу сказать? Есть красивые места, ничего особенного, будем так говорить. Вечером походил я по вечернему городу. Люди, как всегда, бухают.
цены конские. Ребенок уже не хочет больше видео. А дальше мы решили поехать в Триер. Сейчас посмотрим историю. Не прошло и 2 часа, мы уже в городе Триер. Сейчас пойдем смотреть руины императорских саун. А пока что поедим и попьем кофе. Друзья, сейчас мы на руинах императорских бань. Вот так это выглядело в фантазии тех, кто создал это место. А вот так это выглядит на самом деле. Сейчас мы посмотрим, как тут люди парились. Какие-то подземные ходы. Я так понимаю, что-то тут было интересненькое. И вообще они тут неплохо время проводили. Какие-то лужайки, очевидно, они здесь спортом занимались. Прямо таки хочется почувствовать себя императором. Сейчас мы спустимся вниз. Оказывается, здесь можно пойти в подземелье. Я просто вижу, как мужики друг друга вениками парят. Так, спускаемся вниз. Der geheime Gang ist schön, geh mal gucken. Что? Ja, da muss man aufpassen, dass man sich О, просто посмотрите, какие чудесные катакомбы. Где бы мы с тобой еще полазили в катакомбах? Обалденно. Ребята, ух ты, пошли сюда сходим сначала. Ну, питались они не очень, потому что я с трудом пролажу здесь. Ох, елки-палки. Вот это сооружение. Тут не надо убегать. Чего себе тут. Что у нас здесь? Здесь какая-то закрытая дверь секретная. Что там дальше, никто не знает. Ну, очевидно, как всегда. Пошли обратно. Я даже снял темные очки. Здесь очень темно. Я прям не знаю. Очевидно, после бани мужики бегали по кругу здесь, чтобы охладиться. Город Триер засыпает неохотно, будто зная, что его сны – это страницы истории. Ты идешь по древним камням, и каждый шаг звучит, как отголосок былого. Это не просто старый немецкий город. Триер был основан римлянами еще в 16 году до нашей эры. Тогда он назывался Augusta Treverorum в честь императора Августа и кельтского племени Треверов, живших здесь задолго до легионов. Твоя дорога ведет к гигантским аркам, руинам императорских терм. Когда-то они должны были стать самыми величественными банями Северной Римской империи. Во дворе Константина Великого в 3 веке нашей эры. Но стройку так и не довели до конца, то ли из-за перемен в империи, то ли потому что Рим начал уставать от собственной вечности. Но все равно здесь парились. Здесь отдыхали римские губернаторы, гарнизонные командиры, чиновники, а возможно и сам император. Ведь Триер тогда временно был центром власти Рима на западе. Ты ступаешь под сводами, откуда когда-то поднимался пар, пахнущий мирой и кипарисом. Каменные коридоры, гиппокаусты, подвальные ходы, все молчит, но в этой тишине слышны голоса. Шепот латыни, капли воды, гул мужских голосов в мозаичных залах. Это были не просто бани, это были церемонии тела и духа. Сегодня только руины. Но если остановиться, если вглядеться, прошлое снова становится осязаемым. И ты уже не турист, ты свидетель. Я вижу свет в конце туннеля, мы приближаемся к выходу. Сейчас пойдем на смотровую площадку, там можно сверху посмотреть. Огромная территория, конечно, огромная. Какие-то комнаты, стены. Вот это мы вышли из подземелья. Вот такой вот видочек вокруг. Ребят, ну это сильно, я рекомендую. А Люксембург не рекомендую. Это прикольно.
Кое-что находится в аварийном состоянии, поэтому закрыто. Но это все равно прикольно. Практически как какой-то римский амфитеатр. И цементик получше, чем сейчас. Он до сих пор не сыпется. Секрет этого цемента утерян. Это просто ниша, я не знаю, наверное, дрова складывали здесь для баньки. Сейчас мы поднимемся на смотровую площадку и я покажу вид сверху этого всего сооружения. Все, мы едем вверх. Тут странная кнопка в лифте. Это, наверное, крутится, да, чтобы... А вот это вид сверху. Вот так вот. Вот такое вот сооружение. Это вся площадь подземных ходов. У нас, как всегда, селфи. Вот она, Василиса Сергеевна, на фоне графских развалин. Так вот дорисовали, как это выглядело когда-то. Так, пожалуйста, Василиса Сергеевна. Да, вот здесь вот голые люди нарисованы, она показывает. Да, вот они вот здесь парились, в бассейнах плавали. Ну, а зачем они бегали в катакомбах, я так и не понял. Ну, мало ли. В общем, ребят, я под впечатлением. Очень прикольно. Сейчас я тоже себе могу позволить дома душ, просто душ. Но кто-то здесь, очевидно, очень неплохо отдыхал в средние века. В общем, я потом подробнее расскажу историю этого места. А пока что едем дальше. И в этом месте, в Триер, таких вот сооружений исторических около 5, может даже и больше. Сейчас мы поедем еще в одно. И после этого, наверное, наше путешествие двухдневное закончится. Итак, добрались мы до следующей достопримечательности под названием Порто-Негро. Вот такая вот огромная черная стена. Тут у нас лошадка, точнее бюст лошадки и бюст какого-то мужика. Ну, я так понимаю, что они имели в виду, что кто-то скачет на лошадке, но закончились материалы, из которых можно было слепить скульптуру. Итак, огромная черная стена. Ты подходишь к ней в тишине. Она возвышается словно черный страж среди звуков современного города. Порто-Нигро, черные врата, суровая, каменная, молчаливая, как будто она держит на себе небо. Построенная во II веке нашей эры, когда Триер еще Аугуста Треверум процветал как один из главных городов Римской империи, Порто-Нигро была городскими воротами. Через нее в Триер входили торговцы, солдаты, чиновники, а может и сам император. Высокая, мощная, из массивных серых блоков, скрепленных без раствора, только силой тяжести и мастерством римских строителей. Имя «Черные» она получила позже. Средневековая копоть и века времени закрасили камень, сделав его почти угольным. А внутри следы странной трансформации. В X веке часть ворот превратили в церковь, пристроили апсиды, лестницы и купола. Смешение эпох: Рим, христианство, разрушение и восстановление. Но даже спустя 1800 лет она стоит цела, почти неприкосновенна. Это самые большие сохранившиеся римские ворота к северу от Альп. Глухо звучат шаги под сводами, ты касаешься стены и словно дотрагиваешься до чужой эпохи. И в эту секунду ты понимаешь, Порто-Нигро – это не просто руины, это ворота не в город, а во время. И оно, это время, смотрит на тебя изнутри, спокойно, терпеливо, как страж, который никогда не спал. Еще чуть-чуть выше пойдем. А вот это прям история. Там с той стороны идет экскурсия. Какой-то воин объясняет что-то на немецком. Ну и как всегда, самое интересное закрыто от посетителей.
Du bist klar! No bist kommen! Ich spucke den Namen des Gottes und ihr antwortet mit No bist kommen! Und solange ihr hier oben steht, wird das Römische Reich nicht untergehen. Так, это у нас последний этаж Порто-Негро. Все, погнали вниз. Обратно голову раскручивать в другую сторону. Друзья, ну что сказать, я рекомендую вам посетить эту стену в Триер, точнее, Порто-Негро. Ну и, конечно, то, что мы посетили первое, это бани. Бани – это топ. Вход стоит 6 евро, что там, что там. Поэтому это небольшие деньги. Поэтому крайне вам рекомендую, попробуйте, походите, интересно.